Друзья, всем привет, на связи. Вы знаете, куда вы попали. Если не знаете, то канал про моноколесо и иногда другие виды персонального легкого транспорта. Киев, Украина, мое колесо King Kong 18L. И мне пришла сегодня в голову идея записать видео на тему мифы, в которые верит моноколесник. С какими-то из них вы согласитесь, с какими-то не согласитесь, какие-то шуточные, какие-то не шуточные. Буду рад услышать от вас фидбэк в комментариях. Не скупитесь на палец вверх, не скупитесь на подписку, так как я знаю, что многие из вас смотрят видео и канал без подписки. Ну и если у вас есть какие-то идеи про новые видосы, которые хотелось бы услышать, тоже можете кидать это в комментариях. Также напомню о том, что для лучшей картинки, особенно когда вы видите движение от первого лица, просто в YouTube нажмите шестеренку, свойства, качество картинки и выберите более детальное отображение видео. Мифы, в которые верит моноколесник. То есть, другими словами, это те вещи, которые не соответствуют действительности. Или соответствуют, но не полностью. Первый миф, в который верит моноколесник или начинающий моноколесник, или уже моноколесник со стажем, это тот факт, что после покупки он не будет тратить больше никаких денег. Ему не нужны никакие вложения. Купил моноколесо, встал и все, катаемся. Нет. Вспоминая свою десятилетнюю, наверное, может быть даже больше езду на велосипеде, который я продал около года назад, пересев на моноколесо, честно говоря, те копейки, которые я вкладывал в велосипед, имеется в виду сверх, кроме велосипеда, это были реально копейки. Ну, какой-то стоп-сигналик, да, там, велофара, которую я купил, но не всегда пользовался. Какая-то сумочка для велосипеда, которую я постоянно снимал, чтобы мне вот эта тряска там была, раздражала. Крылья для велосипеда, какие-то шестигранники, это все ненужное. Шлема у меня не было вообще. Ну, перчатки, чтобы руки не скользили, наверное, самая важная вещь, которую я купил для велосипеда. Все. Если сказать про мой комплект для моноколеса, кстати, кто пропустил это видео, вот я оставлю вот ссылочку или в комментариях, в закрепленном комментарии к видео. Я разбирал мой комплект спустя год для моноколесника. Слушайте, ну там столько всего, что я даже сейчас смотрю, постоянно выдвигая этот ящик, думаю, зачем оно мне, столько всего нужно. Но по факту, если взять каждую из этих вещей, да, нужно. Фонарик, да, нужно. Отражающая жилетка, да, нужно. Там стоп-сигнал какой-то нужен. И говорить о том, что у вас не будет вложений, нельзя. Докупить подушки надо. Докупить светоотражайку надо. Докупить шлем желательно. При скоростях 30+, хочется, да, не прилететь головой в бордюр, а прилететь головой в шлеме в бордюр. Не будем углубляться про сертификацию шлемов, не сертификацию шлемов. Я считаю, что даже говенный китайский шлем это лучше, чем полное его отсутствие. Не говоря уже про наколенники, налокотники, запястья, на которые вы приземляетесь по инерции. Человек приземляется автоматом, он даже об этом не думает, на прямые руки. И привет, гипс. Вложения будут, они не будут соотнесены с ценой моноколеса, но они будут. В одном из комментов кто-то из вас сказал, что его шлем стоит 300 или 350 баксов. Ну, слушайте, у некоторых моноколесо столько стоит. Роскошно жить не запретишь, каждый покупает то, что может, за ту цену, которая доступна. Второй миф, в который верит моноколесник, скорее всего начинающий, это тот факт, что ты не будешь падать. За все время моего катания на велосипеде, передвижения на велосипеде, я, наверное, падал, может быть, один, может быть, два раза. Вот один раз я точно помню, я не вписался в поворот, причем это был велосипед на одной скорости, я летел с горки, там был дугой, уходил в поворот, и я вот как ехал, так и тормоза и тормоза были такой, знаете, велосипед времен 90-х.
И все, я больше как бы и не помню каких-то таких случаев, которые бы у меня остались в памяти относительно велосипеда негативных после падений. На моноколесе я падал, ну, немного, но были. То есть там один раз был в Голосеевском, да, там парке, где ты заезжаешь в какой-то песок и тебя на около нулевых скоростях там кидает. Один раз, буквально вчера, да, я грохнулся, опять же, это на около нулевой скорости, там был гололед, ну просто как бы вот так колесо повело. То есть каких-то существенных падений не было, но их было больше, чем на велосипеде. Миф о том, что моноколесник не падает, наверное, ошибочный. Третий миф, в который верит моноколесник, тот факт, что ты не будешь думать о новом моноколесе. Нет, ты будешь думать. Ну, я уверен, что 99%, что любой моноколесник рано или поздно созревает, рано или поздно приходит мозгами, желанием к тому, что ему чего-то не хватает в его текущем моноколесе. Подавляющее большинство, я думаю, что новых моноколесников, они покупают слабые колеса. И желание сменить его на более мощное, оно, конечно, логично. Кому-то не хватает скорости, кому-то не хватает запаса хода, кому-то сильно много весит. Лично у меня колесо весит там, около 24 кг, Kingsong 18L, 18 колеса, скорость до 50 км в час, запас хода по бумажке 90, по факту, ну, 60, наверное, проедет нормально. С моим стилем, с моим весом и так далее. Чего мне не хватает в моем колесе, это, конечно, запаса хода. Ну, конечно, я имею в виду, что для города оно хватает, а вот куда-то на дальнобой, куда-то скатнуть, конечно, уже не хватает. Но золотая середина должна быть, потому что, живя на 4-м этаже без лифта, имея колесо, которое, да, будет ехать 200 км, но при этом оно будет весить 40-45 килограмм, не хочу. Реально не хочу. 24 для меня и то иногда, ой, как лень затаскивать после покатухи, уставший по ступенькам. Четвертый миф, в который верит моноколесник, это тот факт, что его никуда не пустят, его никуда не будут пускать. Я имею в виду магазины, торговые центры, метро, троллейбусы, автобусы, трамваи, маршрутки, кафе, рестораны, бары. Друзья, считайте, колесо у меня появилось осенью 2021 года, то есть я застал еще тот сезон, потом я застал сезон 2022 года, и сейчас зима заканчивается 2023 года и начинается новый сезон. То есть, по сути, я катал полноценно один сезон, назовем так, да, то есть 22 год, и то, учитывая полномасштабное вторжение 24 числа, как бы, сами понимаете, какое катание было в 2022 году. И вот за весь этот промежуток у меня ни разу, вот реально ни разу не было, где бы кто-то что-то мне бы сказал. Не потому, что я какой-то Кинг-Конг, да, там 200-килограммовый, который всем своим видом показывает, лучше ко мне не приставай. Нет, я обычный нормальный человек, райдер, иногда в шлеме, иногда без шлема. Там за хлебушком, если я еду, то я могу, в принципе, даже и шлем не взять, не надеть. В метро десятки раз я заходил, вообще никаких проблем нет. Полиция, которая на турникете стоит, нет. Тетечки, которая точно так же там стоит. Хотя по факту у меня есть есть выписка от руководства метрополитена о том, что все разрешено, можно катить моноколесо, не нужно его никуда тащить на горбу, рядом с собой можно катить. Чего нельзя делать с самокатом? Самокат заставляют складывать и нести. Про велосипед тут понятно. Рестораны, кафе тоже нигде никаких проблем не было. Торговые центры, опять же, проблем не было. Кто-то говорит о том, что его не пускают в кафе, рестораны, бары. Ну, это, знаете, это больше исключение из правил. То есть это из формата not friendly для кафе для собак и кошек. То есть в некоторые кафе, рестораны пускают с животными, а в некоторые нет. Также, наверное, и с колесом. Но я еще такого не встречал. Следующий миф, в который верит моноколесник, это тот факт, что между лестницей и между лишними несколькими метрами, а может быть даже километрами, моноколесник будет выбирать часто второе. Нет, это не всегда так. Почему? Потому что если вам лень тащить колесо, да, лень, оно тяжелое, там или одно, второе, третье,
то не всегда удобнее катнуть лишние 100, 200, 300, 400 метров, как автомобиль, да, он же не может срезать по пешеходной дорожке там или еще как-то через подземный переход. И не всегда моноколеснику удобно развернуться где-то на кругу, на развилке, через какие-то съезды или выезды, потому что ты хоть и условно транспортное средство, но все-таки в подавляющем большинстве, если есть съезды для колясок на этих ступенях, то я думаю, что вы будете слазить с колеса и уже осиливать это вручную. И как раз из этого пункта выплывает следующий миф веры моноколесника в то, что он никогда не будет носить свое колесо, никогда не будет поднимать свое колесо. Так думал, в принципе, какое-то время и я. И знаете, если сравнивать между велосипедом и между моноколесом, то средний вес среднего велосипеда, ну, порядка там, ну, не знаю, ну, 10, 11, 12, 13, 14, 15 килограмм. И для меня, например, тащить велосипед, кто может быть в курсе, район Певчего поля, снизу от моста Патона к родине мать идет ступени. Долго идут ступени, и мне там поднимать велосипед, ну, я много раз поднимал, когда Певчее поле было закрыто, там выставка проводилась, я по ступеням поднимал велосипед. Пришла ли ко мне мысль поднимать там моноколесо? Это, наверное, самое последнее, что я захочу там делать, потому что все-таки 15 килограмм, 14-13 велосипедных и 25, пусть это КС-18L, ну, все-таки это более тяжеловато. Колесо придется поднимать, как бы вы этого не хотели, любое колесо рано или поздно придется поднимать. Более того, я скажу, что придется его поднимать очень и очень часто. Ранее я записывал уже несколько видеороликов на канале. Любые пандусы, любые съезды, точнее их отсутствие. Да, вот вы ехали, и вам вот нужно тут ступени и нету, да, нету никаких пандусов. Вперед. Любое отключение электричества, любое отсутствие в подъезде лифта, какие-то подъемы в автобус, в троллейбус, в другой общественный транспорт. Да, высота небольшая, пусть там какие-то сантиметры, 30 сантиметров, но если колесо будет весить у вас, да, там последней модели под 40, под 50 килограмм, то даже эти несколько сантиметров это еще тот челлендж. Любые более высокие бровки, чем привычные для нас с вами, на которые колесо, ну, не сильно хочется ломать обод, тоже нужно затаскивать. Багажник вашего автомобиля, если это обычный багажник, а если это багажник на крыше автомобиля, вы куда-то едете отдохнуть, катнуть там в пригород или в другой город, закинуть 40 килограмм в бокс на крышу. Ну, у меня хватает терпения только 25 килограмм закинуть, 40 я даже не представляю, как туда запихивать. В общем, колесо поднимать придется, а если оно еще не имеет ручку или имеет, но за которую якобы поднимать его нельзя, а только катить и возить, то проблема становится со звездочкой. Следующий миф, в который верит начинающий, скорее всего, моноколесник, тот факт, что моноколесо медленнее общественного транспорта. И я убедился в обратном уже кучу раз, передвигаясь по Киеву. Да, я не утверждаю, что это всегда так. Имею в виду, что моноколесо всегда быстрее общественного транспорта, но в подавляющем большинстве, если это будний день, если это там какая-то центр города, тянучки какие-то, я не говорю уже про час пик, когда все просто стоит, я не говорю про плохую погоду или про скользкие поверхности, берем среднеарифметическое, там какое-то теплое время года, хорошую поверхность, и берем какое-то расстояние не от края города до края города, а берем какое-то расстояние там от края до центра или по центру проколесить. Там вообще моноколесо выиграет там на ура, потому что развернуться машиной, опять искать место, где припарковаться, это проблема, я думаю, что каждого города. И вы знаете, даже если двигаться на моноколесе в этой самой тянучке, в этой самой пробке, да, оно выигрывает. Но если пробки, если тянучки нет, вам никто не запрещает на моноколесе срезать. Срезать там через какие-то стадионы, через дворы. Машина идет в объезд по кварталу, вы срезаете там напрямик. Тоже выигрывает довольно-таки существенное время.
Следующий миф, в который верит моноколесник, и знаете, я думаю, что в него верит каждый райдер какого-либо легкого персонального транспорта, будь то самокат, велосипед, там какие-то гироскутеры и все остальное. Это тот миф, что тебя все всегда видят. И мы даже не будем брать сумерки, мы не будем брать ночь, даже днем. Даже днем автомобилист далеко не всегда, но, наверное, в большем количестве случаев он не видит справа там, того же велосипедиста или моноколесника между собой и между бровкой. Большинство автомобилистов чаще всего смотрят в левое зеркало, если двигаются в правой полосе. Про то, что там пытается протиснуться моноколесник, не всегда и не все об этом догадываются и знают. Про темное время суток, ну тут решать вам. Быть живым, но опоясать себя кучей, по мнению некоторых райдеров, вещей, такие как стоп-сигналы, такие как фонарики, такие как светоотражайки, какие-то куртки светоотражающие, или быть сбитым. Не специально, я не думаю, что кто-то специально из водителей старается снести велосипедиста или моноколесника. Нет. Это все просто ошибка райдера, потому что он не обозначил себя на дороге, не обозначил: иди на тротуар, ходи пешком, езди в общественном транспорте. И ошибка автомобилиста, потому что он лишний раз не удостоверился в безопасности там, маневра, разворота, поворота и так далее. Следующий, 9-й миф, это вера в то, что моноколесо будет занимать мало места. Если сказать про площадь, да, площадь, где оно постоянно стоит, да, оно занимает немного места. Ну, там метр на метр, да, вам хватит вполне с головой. Если это небольшое, среднее колесо, да, там тот же Kingstonic 18L. Но если брать дополнительные опции, да, там, где хранить эти все вещи ваши, шлема, очки, какие-то зарядки, то уже места должно становиться больше. Если там, где ваше колесо стоит постоянно, нету розетки, то его куда-то нужно после прогулки выкатывать, там, в коридор, я не знаю, там, в комнату, если есть возможность, чтобы подключить к розетке. А это тоже дополнительное место. Те колеса, которые последние, они, конечно, будут занимать намного больше места. Да и даже просто колесо, если вы им активно пользуетесь, оно будет у вас находиться для вас в удобном положении, да, имею в виду в удобном транспортировочном узле вашей квартиры. Оно не будет находиться где-то в закромах кладовки, потому что вам его нужно использовать. То есть этот пункт не про то, что оно займет больше места, чем тот же велосипед. Оно займет меньше места, но оно тоже требует какой-то площади. И 10-й пункт, 10-й миф, в который верит моноколесник, то, что моноколесо безопасно для здоровья, не вредно, безвредно для здоровья. И тут, вы знаете, мнения расходятся, потому что одни топят за то, что здоровье – это там, где ты прикладываешь физические усилия, да, там крутишь педаль велосипеда, ходишь пешком, бегаешь. А другие топят за то, что в любом спорте, про профессиональный спорт я вообще молчу, всегда страдают какие-то суставы, колени там и все остальное. То есть, если даже тот же велосипед ты крутишь педали, да еще и в какую-то горочку, то это более вредно, чем просто въехать на эту горку на моноколесе. Но большинство моноколес, они не имеют никаких амортизаторов. То есть только последние, относительно последние модели стали выпускать уже с идеей более ровного передвижения по нашим супер ровным улицам города. Они имеют амортизаторы. И если раньше все неровности дороги съедал райдер своими ногами и своими коленями, то сейчас уже 50 на 50. Часть он съедает своим подпружиненным телом, да, как лыжник, как сноубордист, а часть съедает аморт. Но это не значит, что все равно тупо на прямых ногах нужно двигаться по всем ямам, по всем выбоинам и лежачим полицейским. То есть, если подытожить 10-й пункт, миф в то, что моноколесо безопасно для здоровья, нет, это неправда. Оно опасно для здоровья и не только неровностями, но и вероятностью там, отключения, продавом, падением. Да и любой просто активный вид отдыха, он чреват какими-то ушибами, а это и есть здоровье. Друзья, вот такие вот 10 пунктов для вас изложил.
Буду рад, если вы оцените видео пальцем, буду рад, если вы дадите фидбэк в комментариях, чем вы согласны, что вы хотели бы добавить, озвучить, в какие, возможно, вы мифы верили, потом перестали верить, переосознали. Возможно, есть то, с чем вы конкретно тут абсолютно никак не согласитесь. До новых встреч в новых видео на канале. Всем пока.